Всем привет, с вами Андрей. Сегодня воскресенье. Делать дома нечего было. Решили прокатиться по городу. Город Гамбург, старый район Альтона. И сегодня проходит местная такая небольшая ярмарка. Ну, по-русски это барахолка. Так что местные жители принесли свои товары. И можно посмотреть, а если повезет, найти какие-нибудь сокровища. Так что давайте пройдемся и посмотрим. Ну, как ты знаешь, вещи вещами, но бывают какие-нибудь предметы, кто-нибудь. Да, давай пройдемся посередине. Ну вот глобус интересный, но это больше, наверное, декоративное, из 80-х. Найти бы еще название, и кто сделал. 60 евро за него, но это дорого, ребят. Так, картина кто-то сам рисовал. Но подписи нет. Was kostet Bild? Welches denn? Die erste. Muss ich kurz gucken. 5 Euro? Ну, за 5 евро можно взять, ребята. Я беру только из-за рамки. Рамка красивая. Ну вот. Так что берем. Ну, вы как поняли, на этой барахолке это в основном винтажные вещи и разные вот такие предметы лежат. Часы есть. Стекло треснуто, так что можно оставить. Ну а здесь можно немножко порцелан, фарфор посмотреть. Как вам? Was kostet? За десятку можно взять, ребят. Ну тут цены хорошие. Ну как хорошие, не сильно дорогие. Здесь есть даже номер 4625. Рассматривая статуэтки, увидел вот такие интересные очки. Это получается очки с увеличительным стеклом, чуть ли не микроскоп на глаза можно одеть. Ребята, смотрите, какие я линзы нашел. 20 на 80. 8 евро хочет, я беру за 7. Это вообще какой-то корабельный бинокль. У меня до этого был 20 на 60, а это еще больше. 20 на 80. Это вообще круто. Супер находка. Бинокль 20 на 80. До этого я купил 20 на 60. А это вообще самый мощный бинокль, который я встречал в своей жизни. Dreißig Rubel, das ist ungefähr 50 Cent Preis. Так, тут еще и часы. Часы 120, но он не знает, работают ли они или нет. Так что вероятность, что они не работают, очень большая. Плюс 120 евро. Mhm. Ja, ich sehe. Wie gesagt, mein Vater hat immer. Вот и иконы взял. Репродукция по 30 рублей за штуку, если так, судя по цене. Были мы рядом на барахолке, она небольшая, и вот я случайно посмотрел в телефоне, оказывается, есть еще одна барахолка, так что
мы пользуемся случаем и доехали до этой барахолки. И давайте пройдемся и посмотрим, потому что здесь я ни разу еще не был. И погода, конечно, портится. Мы буквально уже дошли до барахолочки. Я тут сразу вижу первый стол. Это антиквар такой, знаете, старый-старый, что вещи очень интересные, красивые. Аж глаза загорелись. Колокольчик классный. Was kostet? Kostet 90. Ну, цены как в интернете. 90 евро. Можно также купить. Но он красивый. Часы настенные. Гири есть. Возможно, рабочие. Возможно, нет. Здесь, посмотрите, кто-то клеил. И вот это все, оно не очень красиво смотрится. Угу. Ну, здесь безделушки разные, сувениры из латуни, бронза, может быть, есть. Также много сегодня участников приехало, продают свои вещи старые. Зеркало какое интересное, старое. Смотрите, бокалы какие красивые. Там тоже, да, еще ряд есть, можно потом посмотреть. Was kostet du? 150. Ну, цены такие же, да. 150 они и в интернете стоят. Монетки. Ну, как правило, здесь разная мелочь лежит. Ничего ценного они сюда не выкладывают. Значки есть. Посмотрите. Выбор большой. Даже, по-моему, часы это или? Сделано в России. 15 камней. Ну, круто. За заслуги. Это, наверное, наградные часы. Ну, такие часы можно за 8 евро купить, но они, я думаю, что не работают. А вот мне сразу показывают, за 20 евро можно купить. Но это уже, мне кажется, сам отдел сделал. Ну, я вернусь, Это что такое вообще, ребят? Часы, конечно, они не такие старые-старые. Я думаю, что это больше, наверное, какие-нибудь сувенирные. Там, может, в 90-х их делали. Ну, 20 евро, так себе цена, конечно, за такие часы. Настенное панно из дерева, я так думаю. Фигура вырезанная. Это уже у нас получается что-то такое религиозное, да? Но опять же, мне кажется, это разукрасили как-то не очень красиво. И такое ощущение, что разукрасили уже после того, как сделали эту фигуру. Но они испортили, конечно. Вот эти разводы непонятные. Ну, взял за 8 евро. Мне сама вот эта фигура понравилась. Ну, в принципе, старая. Видно, что вот такая покупка классная. Так, а здесь и иконы продают. Ух ты. Ну, тут, в принципе, одни... Репродукция. Там тоже репродукция.
Ну а здесь вообще для тех, кто любит собирать разные, начиная от монет, заканчивая разными ножами, медалями. То есть это вообще... Тут можно рыться часами. Посмотрите, тут всего накидано. Это вообще классно. Посмотрите, сколько монет классных. Книги старые. Мне в старых книгах нравится, что вот такие переплеты были классные. И обложки очень красивые. Вот это, ребята, полочки. Они очень старые. Возможно, даже 19 век. Где-то вот висели в богатом доме. Michael, machst du 15? Также здесь есть оловянная посуда. Kriegst gleich das Geld, ne? Все мне здесь нравится, но я вам скажу, что цены здесь очень высокие. Я вот просто хожу и смотрю, как в музее. Но надо стремиться к этому, чтобы вот эти все товары иметь. Это люди занимаются антикваром. Красивое зеркало. Was kostet Spiegel? Ich habe Sie nicht verstanden. Was kostet Spiegel? Der kostet 7. Mhm. Was kostet das? Wie viel kostet der? Das kostet 6. Дева Мария с младенцем. Ну, это видно, кто-то делал сам. Из дерева сделал. Ну, красиво сделали. И вот я еще взял вот такое зеркало резное. Тоже очень понравилось. У каждого продавца свои товары. Вот так подходить, смотреть очень интересно. Вот здесь фигурки разные. Есть вот пушки, пластинки. Даже вот такие старые игрушки. Танчик и тягач. Это, наверное, из 80-х, да, машинка такая красивая. А это, мне кажется, декоративные буквы из металла. Я тут такой крест увидел. Интересно, сколько он такой стоит. Что-то меня сегодня на религию тянет. Так, он куда-то прикручивается. Was kostet? За 7 евро. Металл, что за металл? Слушайте, а металл-то видите какой? Если его почистить. Это даже может быть медь, бронза. Купил деревянное панно и крест, и это уже композиция целая. Много часов старых настенных я сегодня увидел. Ну тоже это, наверное, 19 век. Красивая посуда стоит. Меня заинтересовала вот эта композиция. Это кухонные принадлежности. Это действительно ими пользовались. Я не знаю даже какие-то года, 70-е, 50-е, 40-е. Но где-то вот в Гамбурге она висела. И все вот эти предметы были востребованы, ребята. Это вообще классно. Это история. Вот она. Смотрите. Чем раньше наши предки пользовались. Стиральная доска рядышком. Все как положено. Сегодня еще велозабег. Люди ездят. Перекрыли улицу. Вот воскресенье, дождь, не дождь, но вот какой-то марафон у них сегодня есть. А сверху проходит метро, а чуть дальше начинается Гамбургский порт. Вот такой небольшой блошиный рынок. Очень маленький, уютный, ну и плюс много антиквара. Наша прогулка подходит к концу. Вот такая небольшая барахолочка антикварная в центре Гамбурга.
рядом церковь Святого Михаила. Сегодня побывали на 2 барахолках, было очень интересно. Даже кое-что купили. Так что смотрим видео, подписываемся. С вами был Андрей, всем пока.